Всех приветствую на нашем канале. Так, сегодня очередная распаковочка. Сегодня мелочи, какие-то аксессуары, косметика, немножко украшений, какие-то крема, тени. Ну, то, что, как обычно, заказываем мы, девчонки. Приступаем. Так, видео начну с палетки теней. Еле сняла. Так. И здесь тоже защитка стоит. Ага. А защитка-то уже порванная. Защитка порванная. Так, вот такие тени. Часть получается матовые, часть с небольшим перламутром. Так, 12 теней. Сейчас я вам размер. Так, здесь получается, ну, грубо сантиметр. Сантиметр на 2 получается размер одной тени. Так, я могу вам сказать, что тени пробовали. Спонжик использованный. Здесь видно. И вот здесь вот есть, не знаю, на видео будет видно или нет. Короче, уже спонжиком работали. Ну, не сильно видно. Так, ну давайте попробуем. Возвращать я их в любом случае не буду. Видимо, кому-то цвет не подошел. Вот, но я искала именно вот темно-коричневые такие тона. Поэтому я в любом случае ее оставлю. Так, перламутр. Ну, он в основном практически такой полупрозрачный идет. Немножечко оттенок только делает. Блеск дает. Вот так. Сейчас другую попробуем. Так, ну что могу сказать? Пигмент ненасыщенный абсолютно. Это прям какое-то недоразумение. Так, что хотела еще рассказать? Хотела рассказать по поводу игры фирмы в тему. Это как раз-таки вот те покупки, которые я в процессе игры заказала. А вот, не играйте в эту фирму, полная ерунда из-за каких-то там 2 небольших подарков. Я решила все-таки доиграть, вообще посмотреть, во что это выльется. Не поверите, играю уже 3-й месяц. Эта игра это только вынуждает вас делать новые заказы, причем ненужные вам совершенно. Ссылаясь, ой, сделайте заказ там, ой, на 2000 тенге, ой, сделайте там на 2500 тенге, или сделайте еще чего-нибудь. И ты как дурак, вот что-то мелочи какие-то. Я старалась, конечно, брать то, что мне нужно, вот. Но в любом случае, получается, вам проще эти подарочные товары просто купить, чем играть в эту фирму, тратить свое время, тратить деньги на ненужные заказы, то есть вообще не рекомендую. Что из акций иногда я использую тему, это полный возврат. Вот полный возврат, там да, там можно участвовать в этой акции, но там единственное, нужно ежедневно заходить и забирать. Они, короче, этот возврат типа кэшбэка делят на несколько дней, и надо заходить вручную его, получается, забирать. Автоматически он зачисляться не будет. Если вы какой-то день пропустили, то эти деньги вам не поступят на счет кредита. Так, ну что сказать, тени не нравятся мне. Не нравится вообще. Ну, черный еще вот более-менее. Остальное все какое-то полупрозрачное, еле-еле. Но для дневного, допустим, макияжа это пойдет. Такой ненавязчивый легкий макияж, эти тени пойдут. Ну, пигментация очень слабенькая.
Я на ВБшке заказывала тени себе. Ой, если честно, не знаю даже, кто производитель. Надо посмотреть, уже давно забыла. Я ими вот этими темно-коричневыми брови подкрашиваю. А вот там очень хороший вообще пигмент. Китайская, да, я, конечно, никогда не доверяла, никогда их прям так особо не брала. Это вот опять виновата эта игра ферма. Думаю, ну ладно, стоит 3 копейки, закажу. Ну вот вам и результат. То есть смысла нету даже тратить деньги. Так, вот они тени. Стоимость 979 тенге. В принципе, цветовая гамма все полностью соответствует. Как они показывают вот для макияжа смоки. В принципе, все, смотреть здесь особо нечего. Пигмент очень слабый. Так, следующая покупочка – это помада. Что-то она так крепенько запечатана. И помада это получается Хамелеон. Так что пробуем. Но вы знаете, она хамелеон. Не знаю, еще пойдет цвет или нет, но блестит приличненько. Блестит приличненько. Я чуть-чуть только сбоку провела. Помада очень понравилась, пользовалась несколько раз. При разном освещении выглядит по-разному, но прям очень понравилась. Желто-розовая. Так, стоимость помады 1182 тенге. Тут есть разные оттенки, а я выбрала вот этот 03 номер помады. Так, ну я потом накрашу, посмотрим. Еще одна помада. Так, помадка хорошо запечатана. Так, сверху вот здесь еще пленка. Вот так она выглядит. Она жидкая. Думаю, что-то откручивается странно. Мне нравится. Скорее всего, она матовая. Сейчас застынет, посмотрим. Да, получается, это устойчивая матовая помада. Цвет где-то, ну, как пыльная роза. Такую искала, моя закончилась. В принципе, вариант хороший, мне нравится. Стоимость этой помады 632 тенге. Конкретно мой цвет, это получается 01. Расцветок разных много. Мой вот этот. Вот такой вариант. Так, не помню, что это. Сейчас посмотрим. Это получается тени карандаш. Так, одной стороной, получается, вы наносите, второй растушевываете. Ну, такие кремообразные. Не знаю, устойчивые или нет, подсыхают или нет. Как это заснять? Немножечко присутствует перламутр. Что-то поблескивает. Так немножко подлипает, но вот не знаю, они могут подсыхать. У меня были жидкие тени с блеском. Они высыхали. Может быть, этот подсыхает. Так, ну такой вариант. В принципе, симпатичный. Для макияжа можно использовать. Карандаш для век с мерцающим, видимо, эффектом. Так, стоимость 558 тенге. Так, есть разные цвета. Золотистый, светло-коричневый. Я брала себе 4. Получается, тут еще какой-то белый есть.
Вот мой вариант. Такого блеска нету, как они нарисовали. Тут явно блестки. А так, в принципе, коричневый цвет чуть с перламутром. Думаю, нормальный вариант. Следующая распаковочка. Это коробочка, и кажется, это тени. Помаду. Кстати, сейчас пыльную розу еле смыла. Хорошо держится. Так, упаковочка запечатана сверху. Так, ну коробочка прям красивая. Так, ну я думаю, наверное, что это тени, а вот это, наверное, румяна. Так, коричневый, он матовый, но немножко блеск есть. А вот этот как запеченные тени. Так, давайте попробуем. Коричневыми румянами я не пользуюсь вообще. Так, ну здесь уже явно четко видно, что это насыщенный пигмент. Эти уже хорошие тени. Кстати, нету здесь ни кисточки, ничего. Это я уже свою взяла. Так, и вот эти запеченные. Тоже такой хороший перламутр. И перламутр, и даже немножко есть блеск, ну как блестки. Так, на зеркале это пленочка, чтобы зеркало не пачкалось. Тени пришли, кстати, не разбились. Упакованы хорошо. Так что вот этот вариант я 100% рекомендую. Так, палетка теней для век. 4 цвета, 1232 тенге. Так, матовые блестящие оттенки, высокопигментированные. Так, ну тут они не соврали. Пигмент хороший. Так, цветовая гамма, в принципе, соответствует. Единственного такого блеска на коричневом варианте нету. Так, и на румянах, или это тени, что тоже я не заметила такого блеска. Надо попробовать. Еще раз взяла посмотреть. Да, вот здесь вот небольшой какой-то блеск. Вот здесь вот есть, но и слабо-слабо-слабо выраженный. Да, здесь тоже какой-то блеск, практически незаметный, правда, он. Так они матовые. Мелкий-мелкий какой-то блесток попадается. Но можно сказать, что их там нет. Так, следующий тоже не помню, что это такое. Наверное, это блеск для губ. Да, точно. Блеск для губ. Запечатан тоже хорошо. Так, что-то цвет какой-то коричневый. Я коричневый обычно не заказываю. Ну, он практически прозрачный, с блеском. Хотела вам показать свой диоровский блеск. У меня, по-моему, 2 таких было. Но вот сейчас его сняли с производства. Нету ни в дьюти-фри, нигде. Вот он с блеском. Но у него такой шикарный блеск. И вот не могу я такую помадку найти. Такой шиммер внутри классный. Но это тоже вроде ничего блестит. Я как раз и взяла вот попробовать. Этот почти получается бежево-прозрачный, а этот диоровский с розовым оттенком.
Не могу найти, сколько миллилитров здесь. Наверное, как размер, как помада, чуть меньше помады. Блестит, кстати, и переливается не хуже диоровского. Так что, в принципе, рекомендую. Так, стоимость блеска 727 тенге. Кстати, у этого продавца, ну да, в принципе, цвет соответствует, но мне что-то показалось розовее здесь. Другой цветовой гаммы нету, в одном варианте представлен. Хотя у производителя есть разные оттенки. Неплохой блеск. Следующая распаковочка. Это крем для ног. Я уже делала обзор такого крема. Сейчас еще себе дозаказала и взяла еще на пробу вот такой в розовом цвете. Не знаю, чем они отличаются. Сейчас открою, посмотрим. Так, распаковала. Крем этот советую. Пользуюсь, наверное, уже месяца 2-3 им. Мне очень нравится. Очень хорошо питает ноги. Так, вот здесь еще пластиковая защитка есть. Так, вот так она снимается. Запах нежный, ненавязчивый, с такой тонкой цитрусовой ноткой. Может быть, они просто запахом отличаются. Этот в розовом цвете. Да, запах немножко другой. Тоже, кстати, легкий, ненавязчивый, но немножко другой. Он прям такой жирный-жирный крем. Написано увлажняющий, он не увлажняющий, но достаточно питающий, хорошо. Ноги прям вот если сухие летом обычно сохнут, прям хорошо смягчает. Так что вот эти вот кремики я очень рекомендую. Мне они очень понравились. Так, покупала я их в комплекте. 2 штуки, 1129 тенге. А тот первый я брала, вот синий вариант, по-моему, за 600 чем-то одна штука была. То есть здесь немножечко экономии в комплекте. Здесь якобы и увлажняющий, и глицерин, и для пяток с трещинами. Вот такой вот крем. Так, что еще сегодня? Сегодня украшение. Сейчас я его открою. Украшение металлическое. Так, вот на таком шнурке. Он не кожаный, это тканевый, и вот они чем-то их покрывают. Не знаю, как называется этот материал. Ну, в принципе, очень даже симпатичные. Шнурок длинный. И хорошо, что его можно будет под себя отрегулировать. Узелок перезавязать, если будет длинновато. Мне нравится. Оно будет и с сережками смотреться, подходящими в золотистом цвете. И как самостоятельная тоже деталька тоже будет хорошо выглядеть. Стоимость такого украшения 1069 тенге. В серебристом цвете закончился, остался только золотистый. Так, размеры получается 7,5 сантиметров на 6,9. Так, длина шнурка 68 сантиметров. Так, следующая распаковочка. Это очки. Это очки в золотистом цвете. Мне очень они понравились. Карточки товара. Но когда они пришли, конечно, видно, что вот этот пластик, он просто покрашенный. И на нем уже вот есть какие-то погрешности. Не знаю, сколько это позолота продержится. Мне кажется, она очень быстро поцарапается.
Хорошо, если не облезет. Так, дужки тоже золотые, получается. Золотые пластиковые. Так, зеркальный эффект. Ну, он такой не ярко выраженный. Немножко есть, но не ярко выраженный. Ну, за рубль 20 и получаем рубль 20. Можно оставить их так, нет-нет, одеть, когда сильно не разглядишь, что они, конечно, очень низкого качества. А так, в принципе, выглядит очень симпатично. Если бы, конечно, такие очки в хорошем качестве взять, было бы очень классно. Так, стоимость этих очков 1548 тенге. Конечно, это очень-очень дешево. И, естественно, что не стоит ждать от них многого. В разных цветах, в разных вариантах. Красные, черные, шампанское. Я заказывала вот такой цвет, но здесь вот на раме видно, что там такое ощущение, не просто в золото покрашено, а как будто как мелкие блески золотые. Такого эффекта, конечно, нету. Они очень дешевые, а как сидят на мне понравились. А вот поэтому я их оставлю, сколько протянут, столько протянут. Начнут царапаться, выкину и жалеть не буду. Так что это на сегодня последняя распаковочка. Всем удачи, мира и добра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Пока-пока.